Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео о вашей жизни сейчас и в будущем. Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. По традиции мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует портрет, то ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас думайте только о себе. И мы начинаем. Кто вы? Пережито какое-то отчаяние, у кого-то даже разлука с кем-то. Здесь могла быть разлука и с какими-то близкими людьми. Разлука здесь, да, двухязычная. Первая разлука — это, да, когда вы куда-то уезжаете, что-то покидаете, оставляете. Но в то же время, да, вы находитесь оба два на расстоянии. Другая разлука здесь может быть с другим именно моментом, да, связанным с уходом человека из жизни тоже. Да, вы кого-то потеряли, близкого, может быть, или любимого человека, родного человека. Вас показывает женщина сногсшибательная женщина. Женщина, в которой есть все 4 стихии. Сильная женщина. Такой женщине не нужен мужчина. Она же и женщина, она же и мужчина, да, все в одном лице. В то же время это хорошая мама, это хорошая хозяйка, это заботливая женщина. И зачастую, да, здесь может проигрываться то, что вы тот человек, который ушел, возможно, может даже из каких-то и отношений, или вышел из каких-то отношений. А будь что будет, да, или вы еще не ведаете о том, что будет в будущем, да, и, возможно, об этом есть мысли. А также здесь показывает вообще вас женщина в соку. Да, сколько бы вам лет не было, даже если смотрит молодая девушка, знаете, да, что когда наступит час X, да, вот именно когда придет возраст, вы будете выглядеть молодо, свежо, красиво. И здесь показывает женщину, которая очень хорошо выглядит в своем возрасте, да, ухаживает за собой. И об этом могут говорить окружающие вам, может быть, или вот как-то вы можете знать об этом, что окружающие об этом думают, о вас, вернее. Знаете, вас человека показывают такого, который не любит ждать, который постоянно, да, в каком-то движении находится, а вы не сидите на месте, да, вы постоянно что-то делаете, двигаетесь к чему-то, развиваетесь в том числе. Показывает вашу такую гениальную мудрость гениальную. Та женщина, которая умеет и манипулировать, но манипулировать не в плохом смысле, да, вы можете заманипулировать ситуацию так, чтобы было по-вашему. Также, да, вы тот человек, который обращает внимание на то, как к нему относятся окружающие, очень остро. И если вы замечаете, что, да, кто-то пытается как-то вами манипулировать, вы поставите ситуацию так, что вы будете манипулировать. Да, и человек не будет о том подозревать, что манипулирует он с вами. Вот такая вот мудрость в вас есть, такая некая хитрость, мудрость, но это, да, ни о чем плохом здесь не говорит. Да, еще так суметь надо. На самом деле есть у вас еще, да, организованность. Вы умеете, может быть, хорошо все организовать. Не только в обществе, но, возможно, и в своей личной жизни. Так, следуем дальше. А вас горячая женщина вы. Такая испытатель, да, любите все попробовать, вам вообще интересно что-то новое. Также здесь показывает, что с вами, возможно, или в молодости, или когда-то давно, может и сейчас, по сегодняшний день, все с вами как-то соперничают. Вас пытаются в чем-то обскакать, опередить или конкурировать с вами постоянно. Уровень здесь разный, да, людей, и в то же время даже на вас смотрят, да, люди, именно, может быть, занимающие какой-то важный пост, или люди, которые много что достигли, все равно смотрят ваш адрес и в чем-то даже, может, учатся у вас. Или, ну, даже бы сказала, скорее здесь принимают вот как равностоящего соперника, да, какого-то, вот в таком ключе. Ну, что вы вот являетесь в некой даже степени конкурентом или конкуренткой.
Вы умеете делать деньги из ниоткуда, или у вас всегда в жизни происходят такие ситуации, когда вам нужны, требуются деньги, да, вот как по зову, они каким-то образом у вас появляются, да, из каких-то источников, и не обязательно только заработная плата, да, может появиться и какая-то сумма. Например, да, именно показывает, что были какие-то в вашей жизни ситуации, когда вы проявляли такое острое желание, что вам требуются деньги, и они вот, да, вы эту проблему решали, они каким-то образом появлялись, эти деньги. На данный момент вы чего-то ждете. Вы ждете, возможно, выхода из каких-то сложных ситуаций или решения, когда же закончится, да, какая-то нависшая ситуация. Вот как туча над вами нависла, да, и вы ждете, когда выглянет солнышко вот в каком-то таком просвете. Может даже на вас как-то влиять здесь погода. Даже серые какие-то будни, да, они могут именно ухудшать состояние, да, или кости ломят, или крутит, или же спать постоянно хочется. Также здесь наоборот у кого-то есть, что поздно ложится человек и не высыпается, утром встает разбит. Вы очень хороший собеседник, очень, знаете, такой человек компанейский, и с вами в компании очень легко. И с вами в компании одновременно очень весело. Вы умеете, знаете, вот найти определенную какую-то шутку, да, или какую-то информацию, которая вот будет как поддержит разговор, да, продолжение бала, так это назовем. Вот вы умеете, или, да, здесь могут смотреть также и, например, тамада, да, человек, который заводит людей. Вот вы умеете как-то завести людей. Здесь показывают вас, да, вот вы в приоритете у кого-то, да, кто-то, вы уважаемый кем-то, да, и кто-то вот на вас смотрит, возможно, на самом деле люди здесь берут какой-то с вас пример, да, и вы, возможно, тот человек, который не жадничает какими-то советами, помощью, да, вот в чем-то, если вас попросят. То есть не секретничать, нет, не скажу, это только мой секрет. Вот вы такая можете поделиться, даже помочь кому-то. В то же время здесь вот я вижу, и вы помогали на самом деле не только морально, но и материально, возможно, кому-то. Тут даже, знаете, женщина, которая могла, такая женщина, которая могла кормить мужчину. Да, вот когда брала на себя те ответственности, которые должны, да, как бы выполняться мужчиной, ну, мужские обязанности вот тоже. Но здесь, да, вот терпели, но в итоге, скорее всего, да, здесь вот, когда в чем-то путь остановлен, да, или ваши дороги, может быть, даже разошлись с человеком, не по пути. Возможно, да, сейчас вы не с этим человеком, но также здесь есть такой мысленный интерес. Может быть, у вас, может быть, у мужчины, да, как вы, или у вас интерес, как же он там, вот так вот. Что еще? Здесь какая-то информация показывает, еще пока скорее вам неизвестная, но скорее, да, это из расклада и говорит, да, о вашей жизни поговорим сейчас и в будущем. Если с вами проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. В вашей жизни сейчас что-то у вас начало получаться, делаться, да, что-то двинулось, как говорится, с мертвой точки, да, что-то стояло и начало двигаться. Или вы, возможно, можете даже предчувствовать, что что-то будет. Высшие силы принесут мне какой-то подарок. И сердце просто чувствует, что что-то случится к лучшему. Возможно, тоже или ожидания, да, или вот уже начинают происходить какие-то действия. Но здесь не простые действия, здесь какого-то даже характера. Может быть, вы видите, замечаете, какие-то странные вещи происходят вокруг. Это одинаковые числа, может быть, встречаете, или знак определенный. Да, вот в нескольких разных местах, но вы встретили определенно какой-то знак. Да, и для вас это уже знак. Ну, тут какие-то знаки идут. Символы могут идти, цифры,
да, или именно ситуации складываются каким-то таким странным образом. Кажется вам нереальным это чем-то. А также здесь какой-то вопрос есть у вас к этому. Что же это, к чему же это, почему это происходит, да? О чем-то вы думаете. Так, ваша жизнь сейчас. Здесь показывают, да, вот вы настроены каким-то таким, знаете, с холодным разумом, на что-то вы настроены. В то же время, да, вы уже решаетесь, вы уже идете, вы уже делаете какие-то действия к чему-то. Это может быть и чувство, скорее больше здесь придется, да, из холодных энергий переходите в теплые для себя. Вы, возможно, может быть, сейчас думаете, да, наладить с кем-то отношения или же, наоборот, вступить в отношения. Не обязательно это могут быть любовные отношения, это могут быть также и отношения, касается, например, помириться с кем-то, да, или войти в контакт с кем-то, то есть общение. Та среда, та атмосфера, в которой вы, возможно, работаете, да, вас не вполне может устраивать, и вы собираетесь во что-то новое. Или вы работаете где-то, но вам чего-то вот, может, не хватает, да, вы хотите, может быть, подработку какую-то, да, может быть, плавно сойти потом с этих рельс на другие рельсы, то есть на другую работу перейти. Здесь также люди, которые вот на данный момент полностью погружены в какие-то дела, в работу, в обязанности, возможно. Но в то же время женщина, которая здесь обращает на себя как-то внимание. Может быть, вы что-то делаете с собой, занимаетесь собой, посещаете, может быть, салоны, стали посещать. Да, вот я сейчас займусь собой. Тут обратили как взор свой на себя. Хотя обращали внимание на что-то вообще другое. Да, или и там надо, и там надо, и там, но на себя времени не оставалось. Сейчас, может быть, да, человек вот как погрузился в себя, или, может быть, медитирует, или, да, вот чем-то таким занимается для себя, для своего развития, для своего какого-то освобождения от чего-то. Да, вы хотите выйти, может быть, из состояния какой-то определенной рутины, затянувшейся рутины. Ну, здесь также может касаться и мужчины. Может быть, да, кто находится в отношениях, вы вот как-то ушли в работу, в дела, возможно, даже в какую-то самореализацию, да, в себя, или занимаетесь только своими делами, но не замечаете человека. Но, вы знаете, человек здесь такой, может быть, вот как вам кажется, что человек пустослов. Человек, который, ну, не принес вам чего-то должного, или же, да, не позаботился о чем-то вовремя. Человек только умеет питать болталками, разговорами, обещаниями, но по факту, да, здесь вот как что-то не выполнено, вы на человека злитесь. Закрываетесь от человека. Вы в нем и, знаете, в чем-то даже и не уверены. Потому что здесь вам кажется, например, что что-то тяжелое понесу я, а не он, да, и мне придется это все расхлебывать. Вот какая-то такая ситуация, положиться на него не могу. Но в то же время здесь чувство мужчины по отношению к вам есть, и мужчина вас не хочет отпускать. Также здесь, да, человек какими-то манипуляциями, может быть, да, через чувства пытается вас вот как запереть в какой-то клетке, да, вот золотая клетка, или обозначить вас во многих делах, дабы у вас не было времени, да, куда-то слиться, уйти к другому или с кем-то познакомиться. Возможно, вот здесь какой-то барьер просто человек перед вами ставит. Может быть, человек перед вами ставит какие-то факты, какие-то ультиматумы, может быть, тут и у кого-то проиграться шантаж. Шантаж может быть как именно деньгами, да, работа здесь может быть, или же семья, дети, например, или чем-то, да, еще. Он считает, что он в вашей жизни, и все, и точка, и больше никого не существует. И больше никого не хочу видеть. И знать не хочу, что у нее кто-то есть, или, да, она меня когда-то, например, оставит. Тут такой человек, который, возможно, даже некого такого наивного мнения. Также здесь вот расходятся, да, карты еще с тем, что мышление его совершенно, вот человек живет как в другом мире. Да, не так его воспитали. По-другому он думает,
об отношениях, что такое отношения мужчины и женщины. И вот, знаете, тем самым как-то пытается и вас прогнуть, что вот правда, вот такой должен быть мужик. Да где ты лучше, например, найдешь, я же лучше, вот в каком-то таком духе. Или показывает это каким-то, да, своим поведением, да, что вот я лучше, где ты еще такого найдешь, а может и вслух говорит, самонахваливает. Но мужчина искренне, да, считает себя мужиком таким вот сильным, победным таким достигатором. В то же время здесь есть какой-то моральный тиран. Вот чем-то он вас, ну, задолбал, да, человек. Или, может быть, своими какими-то учениями. Или своими какими-то ограничениями вас в чем-то. Ну, зачем ты купила еще это платье? У тебя же оно есть. Да, человек как-то с вами, здесь вот какая-то есть несовместимость просто. У каждого какие-то свои интересы. Каждый повернут в разные стороны. В то же время здесь еще ситуация о одиноких идет людях. Да, здесь такая граница стоит, что долго придется вам ждать, да, вот будете ждать, здесь вот карта указывает на то, будете ждать этого принца, да, он не придет. Когда вы выпустите информацию о том, что вот когда этот принц придет в мою жизнь, да, вот только тогда человек проявится. Здесь выходит император, человек главный в отношениях. И здесь момент любви. Также здесь вот показывают такие чувства, да, вот кто одинок в будущих именно отношениях, уже в будущее заходим плавно. Здесь показывают момент таких отношений, да, когда здесь у обоих есть общие интересы. И, да, отношения стабильные или отношения, которые выдержат долго, а может, да, и до конца дней. То есть такие крепкие отношения, потому что есть много общего. Да, или вы много по покупкам общаетесь с этим человеком, взаимодействуете. Бывают люди, да, вот год прожили, а потом и поговорить-то не о чем. Все уже узнали, поняли, что у всех разные интересы, в большинстве случаев не совпадаются, и зачастую, да, каждый уже начинает смотреть, да, кому что-то прям максимально уже не достает, уже начинает поглядывать на сторону, да, или задумываться о новой жизни, о каких-то, может быть, я пойду в буддизм, а может, я себе кого-то найду, а может, еще чего, а может, улечу я и буду жить там в тропиках где-то сам. Ну, вот какие-то уже начинают быть. Или, да, найду себе другую женщину, например, да, начинают вот куда-то уходить. Почему, да, сначала нужно всегда отношения обговаривать, а не одевать розовые очки. Причем не так в лоб, да, вот подписывай документы, неси свой паспорт, я проверен. А именно в таком духе, когда люди много общаются. И тогда они начинают понимать, сколько у них интересов. Вот эти вот и есть связующие главные элементы. Даже элементарные, да, вот здесь. Например, он любит ходить в лес, да, вы тоже. Он любит собирать грибы, вы тоже. Он любит на велосипеде, вы тоже. Да, вот очень-очень много похожих интересов. И вот тогда люди начинают иметь больше общего, начинают беречь эти отношения оба два. И вот здесь идут именно те самые отношения, когда у мужчины и у женщины есть вот какие-то общие связующие, да, вот здесь даже вырабатывается какой-то такой мощный энергетический, да, connect, так это назовем. Далее мы уже заходим в будущее. Можете узнать о болезни чьей-то, притом будете, возможно, как-то помогать. Будете как-то содействовать человеку, да, может быть, человек попросит у вас какой-то помощи, но здесь по состоянию здоровья идет слово плачевно, да, или очень острая какая-то ситуация по состоянию здоровья. И, может быть, вы захотите, да, человеку помочь, или человек обратится к вам за помощью, но здесь обязательно вам стоит обратить на это внимание, вот так показывают, и будет вам дано по 20-му аркану. И вот знаете, вы можете что-то не заметить в каких-то своих, может быть, делах, да, в своих каких-то переживаниях. Здесь, кстати, могут быть переживания вообще на пустом месте, да, слезы ваши какие-то могут быть тоже на пустом месте. Ну, просто захотелось всплакнуть, да, вот депрессия напала на меня. И вот в тот момент, да, может быть, кто-то как раз-таки попросит вас о какой-то помощи. Вот вы можете пропустить, но да, здесь вот если обратятся к вам, помогите, да, именно по состоянию здоровья, или вот человек уже просто в каких-то, на самом деле, может, или конвульсиях, или вот далеко себя, да, в чем-то завел, может быть, депрессия, накрутилось что-то, да, именно здесь психологическая тоже может быть помощь.
Может быть, остро так встанет ситуация, что просто как не в бровь, а в глаз вам воткнется, да, вот что, вот, видишь, помоги человеку, да, человек к тебе обратился. Вот как-то так, да, вы можете, притом при своих каких-то проблемах своих именно, не заметить какой-то ситуации. И будет вам дано. Вот благодаря вообще данной ситуации, не очень-то приятного характера, да, человек болеет, сложная ситуация, вы бежите помогать. Но если вы поможете данному человеку, здесь для вас откроется дорога, здесь для вас откроется какая-то возможность. Также здесь может быть, вот, знаете, как скачок во что-то новое, да, то есть или же да, момент перемен, какая-то вот именно какое-то изменение, какая-то трансформация, какая-то перемена войдет, именно войдет в вашу жизнь. Да, когда вы все начнете, тут же жезлов и солнца, менять по-другому. Причем, знаете, здесь ваш настрой такой теплый идет, радостный идет, да, такое состояние, когда вам... Также здесь еще момент такой идет, да, когда вам придется нести какую-то некую даже ответственность. Но здесь не с плохой стороны, да, нет момента того, что это плохо, это сложно, это как-то нет. Ответственность за себя, за свои какие-то действия, за свои какие-то решения. Будете именно что-то решать. Да, приходит эта возможность, и вы решаете. Вот как почти, да, как на развилке. Назовем это так, да, вот просто перед вами открылась чем-то дверь, вот и делай с этим что хочешь, да, и вот вы решаете, что с этим мне делать. Притом вы очень рады. Будущее. Дорога. Веселая дорога. Дорога даже, да, в которой, может быть, вы... знаете, вот как порозовеют щечки, поднимется настроение, но в то же время непростая дорога. Здесь дорога может быть, знаете, вот как с каким-то неким таким легким обманом, но вас это не разочарует. Например, да, сказали вам, что мы едем туда-то-то, но... Да, мы поменяли курс, мы едем туда-то, а вам и то хорошо. Вас это никак не разочарует. Обговаривалось одно, а выйдет по-другому. Но с той стороны есть какой-то обман, а у вас такое состояние, что вас это не разочарует. Вроде бы человек хотел обмануть, но обманулся сам. Как обманул сам себя. Ну, а вы дальше, да, отдыхать. То есть заниматься, может быть, процедурами какими-то. Также здесь показывает общество людей. Вы, возможно, будете как-то ограждаться от общества, или кто-то будет давать вам какие-то советы, вы не захотите слушать, причем такие навязчивые советы, даже, может быть, с каким-то неприятным подтекстом или еще чего. Да, вас это может не то что разочаровать, но вы можете долго об этом думать. Там час, два, может быть, целый день. Да, вот. И причем, знаете, такая ситуация идет. После драки, да, кулаками не машут. Вот что-то случится, вы не сразу об этом поймете. И только, да, что, например, вам грубо ответили как-то, но вы не знали в тот момент, что ответить. И вот вы придете куда-то домой, например, да, и будете бубнить целый вечер. Вот надо было сказать это, да вот то. Вы знаете, какая-то такая вот... Но в целом, да, дорога именно позитивная, возможно, радостная. Это может быть с подругой поездка, это может быть веселая компания, да, или это могут быть даже люди новые, да, вы познакомились и с вами, да, провели общение, то есть вы пообщались с людьми, стало весело вам. Вот какое-то такое душевное, теплое, приятное состояние. Получите какое-то удовольствие, да, какие-то приятные эмоции. Далее, будущее. Ну, кто-то захочет вас в чем-то, знаете, проверить, а поведетесь ли вы на что-то. Человек не очень вам рад, не хотел бы какого-то вашего успеха, какого-то вашего счастья. Вот и человек будет вас на что-то искушать. Например, это даже элементарная может быть вещь, когда подруга вам говорит, да, тебе это платье идет очень, а оно вам, ну, не идет вообще, да, притом оно может и вам понравиться, да, и подруга может сказать, что оно вам идет. Но на самом деле здесь какая-то вот скрытая, например, ложь, да, может идти. Также здесь показывают самообман какие-то, самонакруты, показывают, что вы
в некой такой ситуации, когда вы зависите от себя. Может быть, вы будете скорее больше думать об этом, что вы зависите от себя, да, что-то продумывать, какие-то планы, высчитывать что-то, просчитывать деньги, может быть, да, вести вот этот вот тот самый план на бумаге, так, что мне нужно купить, что мне нужно сделать. Здесь, кстати, могут быть даже неожиданные покупки, но покупки вас разочаруют, да, вы или приобретете, порадуетесь и забросите это и не будете этим пользоваться. Также здесь может быть сломанная покупка, да, с каким-то браком, например, или еще с чем-то. Вы не будете этому рады, хотя вы сначала будете этому радоваться, да, вот то, что вы приобрели, будете вот на душе такое спокойствие, но когда проходит какое-то время, может быть, вы приехали домой и, да, обнаружили, что это сломано, или это не то, что вы ожидали, вот с каким-то таким подтекстом. Обертка красивая, а внутри, как говорится, Г. В вашей жизни в будущем вы не будете обращать внимание, вот такая выработается, у вас и так есть эта энергия, вот этот вот щит, и меч, да, где вы можете защищаться, можете поставить ультиматум, но иногда, может быть, и не вовремя, а потом, да, бубня по себе под нос, вот зачем я это сделала, надо было ответить так. Вот как я говорила, после драки кулаками не машут. И вот даже воспроизвести какие-то действия, но уже поздно, вот что-то в таком плане. В то же время вы можете подумать, что вы зашли слишком далеко в чем-то, думали о чем-то неправильно, и вы начинаете как будто бы свое мышление менять. А вот это же я делала неправильно, поэтому у меня в жизни то-то, то-то не получалось. И теперь я пойду другим путем или буду по-другому себя вести, да, буду выглядеть как-то, может быть, иначе или еще что-то. Вот именно, да, какие-то внутренние, да, трансформации происходят, когда вам захочется что-то поменять. Поменять, может быть, круг общения, поменять, может быть, свой гардероб, да, может быть, провести генеральную уборку над собой, да, то есть в любом плане, и в физическом аспекте, и в духовном. Знаете, вы иногда, вот вы можете, да, находиться в том, что вам мало досталось, или вы ничего не получили, хотя на самом деле получили. И если вы задумаетесь об этом, о том, что вы получили, вы поймете вообще, каким путем двигаться. Да? Это касается тех, кто встал на какой-то развилке, на каком-то принятии решения, идти вправо или налево. Вот на тот момент, да, именно взыграет какая-то ваша мудрость. И здесь вот идут даже такие двойка. Да, у кого-то двоечка может быть знаменательное какое-то число или важное число. Может быть, кто-то родился 2 числа. В то же время здесь будет, да, оба два хороши варианта. Но я вам скажу, на самом деле оно так скорее и есть. Но куда вы не попадете, вы в дамки выходите. Да, вы получаете. Причем, да, вы обижались зря или расстраивались, или если вы долго еще об этом думали, но это вообще грех, да, потайной такой. Здесь именно куда вы не пойдете, куда взгляд не кинется, оно получится, понимаете? Главное здесь вообще это ваша энергия, ту, которую вы отдаете. Я могу все, нет ничего невозможного для меня. Я решаю все мои проблемы легко и просто. Я успешна во всех делах и начинаниях. Я сама творец своей жизни. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Я магнит для денег и изобилия, ну кому что надо. Можете сами сказать от себя. Большие деньги стабильно приходят ко мне из разных источников. Я финансово независима. С каждым днем мои финансы увеличиваются в большом объеме. Меня окружают добрые люди. Выберите для себя что-то, пропишите это или в комментариях, или на листе бумаги от руки. Как вам удобно. Когда вы пойдете спать, вот уже как дремавшие, произнесите, может быть, даже что-то одно, то, что вы запомнили, да, или несколько фраз, которые вы запомнили. Произнесите несколько раз, повторяя, неважно сколько раз. Когда остановите себя, вот тогда и перестанете. И засыпайте спокойно, со спокойной душой. Знаете, слово имеет вес, слово имеет силу. Слово не воробей, вылетит и не поймаешь. И вы увидите, как начнет вокруг вас все меняться. Кто верит, у того все получается. Главное, поверьте.
Данная практика очень эффективна для всех, для мужчин, для женщин. Она влияет на человека, очень помогает ему добиваться каких-то высот. И кто стоит на развилке, помогает разобраться именно, какой правильный выбрать путь. Обязательно с благодарностью Вселенной. И я благодарна, и я согласна, у меня все есть. Здесь кто-то в будущем, да, увидит у вас что-то, но видит, что вам это не нужно. Но человек как-то скорее нечестно захочет это взять, не спрося вас. Скорее здесь больше идет информация, даже может украсть. Или понимает, что вы о чем-то можете говорить какую-то информацию, но она вам не нужна, но человек не воспользуется. Здесь показано то, что человек считает вот как-то обогнать вас. Вот вы говорите о том, что вы, например, хороший кулинар, да, но человек услышит эту идею, начнет что-то готовить, и зная о том, как вы готовите, например, захочет вас как-то обскакать, да, опередить, но идею он возьмет у вас. Ему будет очень сложно это сделать, потому что вы это не тот человек. Может так, что вы об этом узнаете информацию, что это произошло, или человек это взял у вас, да, или вы можете заметить, что она же у меня скопировала, купила себе такое же платье, как у меня, да, но при том она думала, что она будет в нем намного лучше выглядеть, нежели вы. Но не получается, не получается. Здесь в будущем встреча, знакомство, поездка к мужчине. Причем здесь идет и обнуление, и человек вообще по себе глуп, неразвитый, незрелый человек. Но в то же время, благодаря данному человеку, здесь вы начинаете вот что-то отпускать из жизни не только с этим человеком, но да, с человеком вы что-то будете проговаривать, обсуждать, может быть, веселиться, ходить на дискотеки, не знаю, вот как-то именно активно проводить время. Но вот лично от этого мужчины ничего такого серьезного, стабильного не ждите, да. Человек в вашу жизнь придет для того, чтобы вас поставить, да, на тот уровень, чтобы вы для себя, скорее, да, он это не целенаправленно делает, это вот как его же руками высшие силы вас ставят на новый путь благодаря данному мужчине. Возможно, вы даже этого человека когда-то в жизни забудете и не вспомните. Да, был там какой-то Васька. Здесь начнут дела какие-то двигаться, опережение вас, да, среди ваших каких-то конкурентов на большее. Вы получаете что-то больше. И скорее тут больше. Это финансы, да. Здесь кто-то разбогатеет очень хорошо. Причем, знаете как, тут не выигрыш даже. Тут больше выигрыш от судьбы идет, да, вот как вам подфартило. За содеянную какую-то помощь, кому-то вы помогли. Вот, скорее всего, тому, о ком мы говорили, да, когда к вам обратятся за помощью, обратите свое внимание, прислушайтесь, да, помощь может быть разная, не обязательно, что прям, ну, вообще, да, человек там лежит на земле, а может и такое. Может быть та ситуация, да, которую человек, может быть, скрывает где-то внутри, но у него болит, и он говорит: слушай, там, Наташ, пойдем пройдемся, да, продышим этим свежим воздухом, а человеку просто на душе больно. Тут в тот момент, да, это и есть какая-то некая помощь, да, человек просил моральной поддержки скорее. Но вы, да, если вы тут показывают в будущем, одерживаете именно не только победу в чем-то, но и достигаете, да, именно какой-то, да, высоты, кого-то опережаете в то же время, да, тут вы как 10 в одном, получаете для себя какие-то материальные блага, материальные, да, здесь идет выигрыш от именно судьбы. Судьба вас как награждает чем-то. Да, это именно вот ту ситуацию, когда вас кто-то будет просить о помощи. А здесь вот с этим очень сильно взаимосвязан вот этот вот круг. Знаете, причем деньги так ворвутся, вы даже их и не ожидаете. Или ворвется большая сумма, вы не ждали, вы не гадали, и на счет пришло. Да, вот так вот. Откроем колоду «Золотой ключ», сделаем 3 позиции, выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Скоро на вашей улице будет праздник. Вас обсуждают и сплетничают, это мужчина. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Перед вами откроется новая возможность или шанс. Кто выбрал вторую позицию? Перед вами откроется новая возможность или шанс. Новый коллектив, коллеги, друзья или знакомства. Скорые перемены в вашей жизни. Наступает пора для вашей трансформации. Кто выбрал третью позицию? Перед вами откроется новая возможность или шанс. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Недалекая дорога. Помни, что случайности не случайны.
Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях или на листе бумаги от руки. Я материально богатый человек. Я спокойна и весела. Мир благосклонен ко мне. У меня есть все, что нужно, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Я успешная, потому что я всегда знаю, чего хочу. Я легко справляюсь с любыми задачами. Я добиваюсь всего, чего пожелаю. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела. Поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.